Всем привет, народ! Сегодня будем обсуждать Telegram-бот Zoo и его раздачу аирдропа, который у нас состоится 25 февраля 2025 года. Это будет у нас вторник в 12 часов по Гринвичу. Вот мой баланс, 4 миллиона монет, 200, грубо говоря. И я отвязал обратно биржу, и сегодня расскажу, все уже рассказали, все подсказали, все свои ссылочки оставили там на эти биржи реферальные, вот. Ну и ничем я хуже, конечно же. Сегодня я вам расскажу, что я думаю по поводу бирж этих, да, и куда вообще лучше выводить. Смотрите, в чем у нас получается суть. Когда у нас был Telegram-бот Zoo, там были павильоны. В этих павильонах был павильон у нас BitGet и был павильон Bybit. Но почему-то в этом списке нету биржи Bybit. Соответственно, они вроде как бы там рекламировали ее, да, а биржи Bybit здесь нету. Есть мысль, сегодня уже как бы вряд ли в выходные дни кто-то будет что-то делать именно с листингом. Возможно, в понедельник добавят эту биржу, но у нас 22 числа, грубо говоря, заканчивается вывод вот этот, как мы можем заклеймить свои монеты на какую-то определенную биржу. То есть в субботу никакой Bybit там не будет говорить о листинге. Хотя, кто его знает, возможно и допустят. Я бы, конечно же, выбрал биржу Bybit, если бы она была. Если бы не было бы Bybit, следующее по моим критериям биржа была бы MEX. Почему MEX? Во-первых, в Bybit это потому, что большое количество людей, я не говорю уже о Binance, да, Bybit большое количество людей, следовательно, там хотя бы можно накрутить больше ликвидности, да, и, не знаю, больше капитализацию попробовать набить в той же бирже Bybit. Но вот из тех, кто существует, да, и вторую я бы выбрал MEX. MEX, потому что там не столько много людей, и на этой бирже, по крайней мере, так быстро не укатывают цену, потому что малое количество народу в стакане, следовательно, меньше укатывается цена, потому что все будут сейчас продавать этот токен ZOO, и он будет махом укатываться. Вот, так что MEX я бы выбрал, а вот из того, что есть, к сожалению, нету ни MEX, ни Bybit. Будем надеяться, что-то, может быть, поменяется. Ну, мне кажется, что если все-таки они сейчас клейм закроют, и в понедельник там появится Bybit, будет печально, конечно. Потом пытаться во время листинга перевести с одной биржи на другую, все это будет подвисать. Придется выбирать из того, что есть. Что у нас есть? У нас есть 3 биржи, которые они нам все рекламировали. И есть он-чейн вывод airdropа на кошельки. Он-чейн вывод на кошелек чем лучше, чем вывод на бирже у нас, то, что не нужно QIC верификацию проходить. То есть вы тот же кошелек можете телеграммовский, внутренний кошелек телеграмма, не установить, а добавить его сюда, и вам туда упадут монеточки. Вот, а потом эти монеточки можно будет на DEX бирже продать где-нибудь, как появятся возможности. Вот. И с другой стороны, если вы не собираетесь продавать, хотите холдить, хотите держать эту монету, надеясь на какие-то пампы, потому что будущего вроде какого-то развития проекта нету, следовательно, токен нигде применяться не будет, следовательно, нет смысла его вообще раскачивать, да, и держать. Если вы просто надеетесь на то, что разработчики будут пампить цену для того, чтобы им выйти подороже, да, у вас такая, допустим, стратегия, то, конечно, выбрать лучше кошелек. Не твои ключи, не твоя крипта. Все. Ключи от кошелька у вас есть, получается, крипта ваша на бирже, вам предоставляют кошелек биржи для хранения ваших токенов. Вот, но я не собираюсь холдить эту монету, не собираюсь холдить. Только если вдруг эта цена меня не устроит катастрофически, тогда мне придется ее оставить на бирже, чтобы она у меня лежала в общем комплекте, так как биржа у нас будет BitGet, которую я сейчас выберу. И получается, я там буду холдить, если цена меня не устроит, вместе с другими участниками этого холда на этой бирже печальной. Почему-то всегда, когда я выбираю BitGet, все печально. У меня там лежат томаты эти гребаные, которые укатались уже в самое дно. Там лежат эти TapSwap, которые тоже укатались в самое дно. И будут, мне кажется, теперь еще и ZOO лежать. Вот, давайте не будем раньше времени себя расстраивать. Я буду подключать. Хотел бы, может быть, я на Get.io выйти. Но не знаю, я ни разу там не торговал, не наблюдал, точнее, даже торги на листингах с участием этой биржи, да, и не знаю, как там будет проходить. Все-таки вот BitGet у меня есть, там есть, грубо говоря, какая-то даже
USDT-шечка, чтобы если вдруг что, перекинуть с битгета, например, на тот же Bybit, если будут какие-то пулы интересные. Вот про это еще продолжим разговор. Да, у меня есть аккаунт, и вот забиваем сюда, получается, от битгета, что нам нужно будет? Нужен будет UID нашего аккаунта и адрес для транзакции, адрес для депозита на токен ZOO на биржу BitGet. Ну и все получается. Не буду я вам показывать, да, как это все делать. Вам уже показали все, кто можно только показал, как правильно выводить, на какую биржу, как там поставить кошелек. Ну, здесь нам всего лишь понадобится, получается, номер кошелька, ну, точнее, да, адрес кошелька, на котором мы будем заводить, и UID аккаунта. Если интересно, как это все делать, конечно, пишите в комментариях, экстренно запишу ролик, но я думаю, вы уже везде посмотрели, уже все вывели, включили вот это, подключили все. И что я жду вообще от токена ZOO, по крайней мере для себя лично? Меня бы устроила теоретически цена на аирдропе, ну точнее не на аирдропе, точнее на листинге, цена бы меня на битгете бы устроила в районе, ну думаю, 3.01. То есть 0.301 меня бы устроила эта цена. При такой цене я бы заработал $420 при вложенных 250. И в принципе это было бы нормально. Все, что выше 3.01, это было бы еще лучше. Это было бы вообще восхитительно. Если бы там цена была бы 2.01, это бы я бы в ладошки захлопал, встал бы и выбрился бы на лысо, побрился бы и никогда больше не отращивал бороду. Но такого, к сожалению, не будет. Получается, но цена в 0.301 меня бы, в принципе, устроила. Далее, порог цены, который хотя бы как-то бы мне подошел, это была бы цена, ну, не знаю, 4.07. Ну вот 4.07 это вот нулевой мой предел. 4.07 я тогда зарабатываю где-то $250 на листинге при продаже на битгете. И забираю хотя бы свои вложенные $250 и хотя бы в ноль. Ну потраченное время, конечно, не вернуть, сколько играл в игру, но хотя бы забрать то, что вложил, чтобы не потерять. Вот это нулевой предел, который бы не то чтобы меня устроил, да, это все будет печально, но... Хотя бы так, если цена будет ниже 4.07, это будет фиаско. Фиаско, по крайней мере, для меня. Не знаю, как там у вас с балансами, вас устроит или нет такие цены. Вот, по крайней мере, этого я жду. И время покажет, что у нас даст нам, грубо говоря, ZOO на листинге. Или даже давайте быстренько просчитаем. У них же там всего 400 миллиардов, по-моему, капитализация. Ой, не капитализация, эмиссия токена 400 миллиардов, да. И если мы умножим на 0, как я говорил, 4.07, минимальный мой предел, за который я бы готов был бы все это продать, это 28 миллиардов получается 28 миллионов капитализации токена. В принципе, теоретически, ну, возможно, мы добьемся такого показателя. Думаю, 10-15 миллионов на листинге это минимум, который они, с которым они выйдут. Возможно, поболее. Будем посмотреть. 28 миллионов не такая уж великая сумма. Надеюсь, они до этого достигнут. Но при цене тогда получается, если будет капитализация все-таки, грубо говоря, больше, да, и вот при эмиссии в 400 миллиардов токенов мы умножим на ту цену, которая бы меня в принципе устроила в 3.01, то это у нас 40 миллионов капитализации. Как думаете? Ну, в принципе, у нас X-Empire с меньшими донатами вышел в 35 миллионов, у них была капитализация в принципе. Так что, надеюсь, они теоретически могут примерно так же выстрелить. Но поживем, увидим. Нам осталось ждать недолго, осталось тут меньше недели. Обязательно сниму ролик, когда ZOO будет выходить на листинг онлайном. Ну, не онлайном, точнее, а сниму, когда будет прям сам листинг, и выложу ролик. Расскажу свои эмоции, увидите либо мои слезы, либо мою радость, как будет все это происходить. Так что я вам крайне не советую заходить в телеграм-боты, тратить свое время, тратить свои деньги сюда, не заносите сюда донаты. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.